Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые гости канала Дмитрий Лебедев студия. Друзья, вначале, прежде чем мы посмотрим видео и мою реакцию, и мой комментарий на это видео, я прошу, друзья, если вам нравится наш канал, подпишитесь, пожалуйста. Таким образом, вы не только поддержите наш канал, но и не пропустите ничего интересного, поступающего с нашего канала. Но сейчас я вместе с вами хотел бы посмотреть то видео, ссылочку на которое вы мне любезно предоставили. И давно уже многие просили посмотреть именно это видео, выступление Димаша на конкурсе САС Алема 2013 год. На этом конкурсе, вот по мнению многих поклонников Димаша, Димаш был незаслуженно раскритикован. Димашу было, он совсем был молодой. Мне интересно самому посмотреть, что же там было такое интересное, что за история. Это очень я заинтригован. Давайте посмотрим и потом вместе обсудим. Елімізге белгілі Қанат пен Света Айтбаевтардың ұлы. Сахнада Димаш Кудайбергенов. Қарсы алыңыздар. Сезім сырақтарыла ғашықты шырын өремін. Өзіңді сағынғысым, көлің күз қарындасым, алыстан іздеп келемін. Жанарыма нұр тұнып, бар дүние құлпырып, әлемге ғажап кенемін. Риясыз ізгі арманым, даланың қызға мен жүрекке жазып өлең, қыз болып ұшып келемін өзіңмен. Димаш Құдайбергенов. Друзья, здесь какая-то сокращенная версия на этом видео, потому что это не вся песня. Я эту песню знаю, я поэтому, знаете, моя реакция, я вот начал улыбаться. Потому что я знаю эту песню, Димаш уже ее исполнял, и даже я, знаете, не одно видео видел, в разных местах Димаш исполнял. Я эту песню прекрасно знаю, но на этом конкурсе я не видел. Но тут также вот это видео, что интересно, насколько я понял, здесь в левом столбце я вижу те слова, которые уже, видимо, говорили вот жюри, и поэтому хорошо, что здесь есть вот эти, тут на русском языке, очень интересно. Давайте дальше послушаем. Рахмет көп. Ну, вот песня, она мне сразу понравилась. Можно сказать, что будет хитом, но неправильно был использован голос, да? Все твои данные ты воткнул в одну скромную песню. Можно было бы обойтись и без микста. Микс — это высокий голос, да, то, что вы слышали. Вот именно в этой песне можно было бы обойтись. Друзья, я ничего не записал, друзья. Ну, во-первых, микс это не высокий голос. Микс это смешанный звук, смешанное звучание, которое получается от того, что звук образуется при участии двух резонаторов. От английского mixed — смешивать. Грудной резонатор и головной резонатор. И поэтому получается вот такое звучание, насыщенное такое, знаете, приятное такое звучание, потому что участвуют в звукообразовании все резонаторы. И головной резонатор, знаете, и гайморовые пазухи, и лобные пазухи, и грудной вот этот резонатор действует. Вот это и называется микстом. А что еще за верхний голос? Верхний голос, возможно, подразумевается здесь одним из арбитров вот этой женщины. Я, к сожалению, друзья, не знаю, как зовут. Абсолютно впервые вижу ее. Вот, в этом отношении извиняюсь. Но, как я уже сказал, микст. Ничего общего с каким-то верхним звуком. Возможно, если она подразумевала вот это высокие вот эти в свистковом регистре, вот это, знаете, та-та-та, вот это точечно, стаккато, где Димаш вот эти украшения красивые делал. Если вот это, или какие-то напевания, которые Димаш, которые, может быть, не вошли вот в этот короткий обзор, потому что не вся песня была. Ну, мне непонятно, что еще, как это микст. Что она подразумевала? Мне кажется, просто тут, видимо, оговорка какая-то, или ошибка какая-то, или какая-то неграмотность. Вот. И что еще? Все данные воткнул в одну скромную
Здесь вот хорошо, что тут есть текст. Все данные воткнул в одну скромную песню. Ну, друзья, во-первых, я уверен, что, знаете, я Димаша знаю и наблюдаю за творчеством Димаша больше года, не так долго, не так еще много, знаете, но уже больше года. Я знаю данные Димаша. Я не думаю, что в 2013 году, я уже наверняка тогда можно было разглядеть все данные Димаша. Я уверен, что Димаш в эту песню не воткнул даже в 2013 году все свои данные. Я уже в своих реакциях много раз говорил, что Димаш не показывает во всех песнях все, что он может показать. Здесь мы видим песня такая, знаете, веселая, такая радостная, бодрая, позитивная песня. И Димаш здесь просто, знаете, можно так сказать, балуется, играется. И ничего я не вижу такого, что Димаш здесь использовал свой голос для того, чтобы украсить здесь и показать, вот знаете, какие-то возможности своего вокала, своего голоса. Ведь это конкурс. Почему нет? Мне вот это непонятно. Ну давайте дальше посмотрим. Потому что, знаете, может быть, я скоропалительные выводы делаю, сразу начиная критиковать судей. Без этого. Султана права. Мне не понравилось вот это, знаете, где невеста, вот бывает же, когда невеста в Запорожце, где вот, что лучше здесь, невеста или Запорожец? Зачем после второго куплета, зачем вы наверх полезли? Вообще не нужно этого делать. Это есть моменты, да, когда вот, ну, как исполнитель Витас, да, в тему там что-то сделал, да, нормально. А вот здесь вот в этой песне вообще не обязательно показывать свои вокальные данные. Вообще не нужно показывать их все время в каждой песне. Мы прекрасно знаем, кто вы. Вау, друзья, я вообще не понял. Эта женщина, она вообще слышит, что она говорит? Не надо показывать все свои вокальные данные, не надо демонстрировать все свои вокальные данные. Как это не надо? Особенно на конкурсах. Конкурс — это состязание, где артист приходит и демонстрирует все свои вокальные данные, все, что он может показать, для того, чтобы продемонстрировать все свои возможности. Как это? Тем более молодой парень, который, естественно, хочет заявить о себе, прийти выступить. И не хочется, конечно, знаете, критиковать жюри, потому что мне самому приходилось быть в коллегии, вот, так сказать, арбитров и в качестве преподавателей часто быть на экзаменах, когда студенты выступают, потом приходится вот так же тоже говорить что-то, знаете, выставляю такие вот какие-то, вот, знаете, такие, используют риторику, мне вот это очень не понравилось в этом отношении. Ну, знаете, мы судим сейчас уже с перспективы, зная о том, какого уровня Димаш является на самом деле, да, Димаш уже многого добился. А здесь арбитры, я хочу в их защиту немножко сказать. Иногда люди, арбитры, и судьи, и рефери тоже ошибаются, тоже делают какие-то ошибки, недооценивают или переоценивают. Я об этом еще тоже скажу. Но вот здесь вот мне, конечно же, невеста в Запорожце. Я бы хотел спросить, а что это? Что значит невеста в Запорожце? Но опять, наверное, подразумевается, что Димаш, по их мнению, использовал какие-то вещи, которые не стоило использовать. Как бы все в одну песню, как вот предыдущий член жюри сказал, все в одну песню воткнул. И, вы знаете, я такого рода критику слышу и сейчас. Ничего нового, и я, опять же, не увидел, потому что, смотрите, как в 2013 году, так же и в 2019 и 2020 году, то же самое я читаю в интернете, смотрю, что якобы Димаш показывает, пытается продемонстрировать все возможности своего голоса, для того, чтобы, вот, знаете, восхитить публику. И он использует, естественно, обладает свистковым регистром. Я помню вот этот конкурс, знаете, в Америке, где Димаш восхитительно выступил, произвел фурор, знаете, и потом он вышел. Из этого добровольно вышел из конкурса, дав возможность детям выступить и победить в этом конкурсе. И там тоже один из арбитров, который там из 50 арбитров 48 сказали да, и только 2 сказали нет, да, представляете? Только 2 из 50. И один из них, знаете, как объяснил, почему же вот, потому что он сказал, если ты можешь что-то сделать, то это еще не значит, что следует это делать. Понимаете? Ну, как-то вот так вот он сказал. И мне это тоже было странно. Почему? Потому что все уместно. Все, я ничего неорганичного, ничего странного в этом не вижу. Иногда какие-то есть стереотипы, знаете, как нам кажется, как должно звучать. Да, вот если поет Витас, да, Витас, знаете, уже на тот момент, видимо, был уже известным певцом, то тогда это, ну, да, можно, да, уместно, да, но ты не Витас, знаете, тебе не надо там это... Почему? Почему? А сейчас смотрите, где Витас и где Димаш Кудайберген. Димаш Кудайберген является певцом мирового уровня, Витаса. Я бы не сказал, что Витас
можно сопоставить какой-то успех Витаса или известность, популярность Витаса с Димашем Кудайбергеном в мировом масштабе. Абсолютно. Вот. И теперь мы уже смотрим с другой перспективы. Ну, давайте мы все-таки продолжим. Конечно, когда вы подаете заявки, мы знаем, на что вы способны. Не нужно перед нами это показывать вовсе, да. Песня мне не понравилась, мне не понравилось. Это немного было безвкусно, на мой взгляд. Опять. Когда вы подаете заявки, не нужно перед нами показывать, на что вы способны. У меня вопрос. Эта женщина, она слышит, что она говорит? На конкурсе не надо показывать, на что вы способны. Как это не надо показывать, на что вы способны? А где надо показывать, на что вы способны? Где артист должен показывать, на что он способен? Где спортсмен должен показывать, на что он способен? На соревнованиях он должен показать, на что он способен. Где артист должен показать, на что он способен? И вот это непонятно. Это очень интересно. Давайте дальше послушаем. Спасибо. рахмет Ринат Зайтов. Аның бірінші рет естіп отырмын. Өтірік айтпай ақ қояйын. Мен енді андай вокал жағын білмеймін, мына жағы айтып жатыр ғой, анау артық болды, мынау былай болды. Өзім сен сияқты әншілерді көрсем қорқам, шыны керек. Бұрын қуанатын едік, мә Витас сияқты әншілер пайда болды деп. Қазір бәрі шыңқылдай бастады. Осы бір еркекше дауысы өмір құлайын езіппен біздің эстрада бітіп қала ма деп ойлаймын кейде мен. Біреу шыңғыртып жатыр ма деп қорқасың ғой. Иә. Жарайсың, баса бер, баса бер. Друзья, ну я не буду дальше прослушивать, потому что тут уже в титрах был перевод того, что сказал арбитр этого конкурса. Его зовут Ринат Заитов, если я не ошибаюсь. В этом отношении вы можете дополнить меня или поправить меня. И если, насколько я не ошибаюсь, он сказал, что он испугался, когда услышал голос, пищание Димаша, вот этот в высоком регистре. И он также еще, насколько я знаю, он сказал, что он переживает, что скоро не останется певцов, которые будут петь мужским голосом. Еще один из моментов, который мне приходилось и на Западе слышать. Якобы Димаш поет женским голосом, и некоторым это непривычно, некоторым это непонятно. Понимаете, есть такие стереотипы вот в умах людей, что должно все звучать так. Мужчина не имеет права петь высоко, а женщина не должна низко петь. Но в настоящее время стирает стереотипы. И певцы такого уровня, как Димаш Кудайберген, ломают все эти стереотипы. Они устанавливают новые правила игры. И мы видим, как люди восхищаются, мы видим, как полные стадионы собираются, люди плачут, восторгаются. И творчество Димаша касается сердец. Иногда жюри, люди, которые сидят в жюри, они не задумываются, что они могут, что есть ранимые артисты. Вот здесь надо всегда очень помнить, я бы хотел всегда советовать, как сам тоже я имею этот опыт, находиться в жюри, находиться среди тех, кто оценивает выступления артистов. Нужно быть очень чутким. Если ты критикуешь, то, знаете, вот на Западе почему-то, вот у нас восточный менталитет, русские, и казахи, и украинцы, вот я просто знаю менталитет и славянский, и менталитет восточный, и менталитет казахский немножко знаю. Вот на Западе, знаете, это было просто бы неуместно, это звучит даже жестоко сразу так начинать и критиковать. На Западе, на американских конкурсах, я сотни раз видел эти реакции, как оцениваются. Сначала 10 или 15 раз похвалят артиста, найдут всегда, даже в неудачном выступлении, всегда можно найти что-то позитивное. И только потом пару-тройку, знаете, советов каких-то, небольшой критики, она воспринимается совсем уже по-другому. Совсем она воспринимается позитивно и воспринимается всегда очень хорошо. Почему бы нам, я вот иногда думаю, почему, знаете, я как человек, который знаком с разными культурами, вот, мне это нравится. Почему не взять нам, неужели нельзя было в этом великолепном выступлении Димаша найти что-то позитивное? Друзья, я вам скажу откровенно, Димаш в 2013 году, сейчас он поет ту же самую песню, я вот слушал тоже, может быть, год или два назад, какая-то запись, где Димаш выступал уже не в 2013 году, а, наверное, в 2018 году, может быть, даже в 2019 году, я вот точно не скажу, но уже позднее. Димаш да, и здесь в 2013 году поет, я бы сказал, ну ничем не хуже. Ну, может быть, сейчас он поет еще лучше, чем он пел в 2013 году. Неужели ничего нельзя найти позитивного в каких-то даже элементах, вот в этих использовании каких-то новых моментов, новых каких-то приемов. Свисток мы слышим. Это не микс никакой. Это свисток, это свистковый регистр. Вот. Можно было наоборот похвалить, но почему-то вот в нашей культуре принято вот иногда критиковать, иногда ругать. Иногда вот такая критика, она, если сердце молодого исполнителя очень чуткое, то есть примеры, когда вот, более чуткий или менее такой, знаете, сильный, менее такой, знаете, целеустремленный
артист молодой, которого некому в данный момент было поддержать, он просто опускает руки, он просто, знаете, может обидеться, расстроиться. Иногда некоторые просто вот, что ли, оставляют вот это творчество и где-то вот начинают заниматься чем-то другим. Очень талантливые ребята, потому что они потерпели поражение в каком-то конкурсе. Нужно очень быть сильным, таким как Димаш Кудайберген, чтобы пройти через вот такие вот, как я вижу, вот такие испытания и добиться многого. Ну а молодым исполнителям, я вам, знаете, скажу, не слушайте критиканов, не слушайте тех, кто вас критикует, слушайте тех, кто вас любит, тех, кто в вас верит, тех, кому вы нужны. Ну а напоследок, друзья, в качестве бонуса я хочу предоставить вашему вниманию мой фанкам, который я сделал на концерте Димаша в Нью-Йорке. Великолепный триумфальный концерт, великолепное триумфальное выступление. Желаю вам приятного просмотра. До новых встреч на канале Дмитрий Лебедев студия. До свидания.
I love you, I did. Thank you. One more time, yes.